Всем привет! Вы на канале Drift Island. В одном из предыдущих видео я выгонял свою машину на трек, чтобы сделать так называемую настройку, откатать топливные карты и тому подобное. Как говорится, выгул гоночного животного был, настройка кое-какая была, но я об этом, конечно же, не рассказал, не показал, как саму настройку я делал. Да, это не совсем полная, не совсем может быть корректная настройка, так как делал я это не на диностендии, а опять-таки на треке, но все-таки. Самое главное, что непосредственно про саму настройку в этом видео я ничего не рассказал. Дело в том, что это оказалось достаточно сложно и записывать, и делать, и про это дело все рассказывать. Поэтому все те данные, которые я сохранил после проездов, настроек, я сейчас их использую и на их примере покажу принцип и логику, которой я пользовался, когда делал настройку. Итак, поехали. Что ж, для этого вот у меня сохранились так называемые лог-файлы, которые я сохранил. Буду я использовать файл под названием run3, то есть третий прогон, так называемый. Ну или третий заезд. На самом деле заездов-то, конечно, было больше, но не все у меня получилось записать. Точнее сказать, я не все сохранял. Записывается лог вообще, в принципе, в автоматическом режиме, когда у вас подключен компьютер к вашему блоку управления, ну или если есть у вас даталогер. Даталогер, кстати, штука хорошая и полезная. Зря я в свое время не приобрел его. Итак, вот получается весь сохраненный лог третьего заезда, так скажем. То есть на самом деле было несколько заездов по прямой, туда-обратно. Давайте начнем, наверное, вот с этого промежутка. Выделяем его, потом берем, нажимаем на зум, и вот этот выделенный участок у нас с большой развертки, где уже можно что-то, данные, различать и разбирать, и анализировать. Итак, значит, что у меня отображается здесь, какие параметры. Положение дроссельной заслонки, это вот оранжевая кривая, розовым это у меня время открытия форсунки, импульс, который подается на форсунке. Потом сверху синим разрешение в выпускном коллекторе. Ну, то есть, грубо говоря, это показание map сенсора. И красным это обороты. С зеленым это у меня лямбда, фактическая лямбда, которую ЭБУ получает непосредственно от лямбда-зонда, то есть датчика кислорода. Фиолетовый это уже так называемая лямбда-таргет. То есть это то значение, которое должно быть, на которое блок управления ориентируется. Сразу еще оговорюсь, что нам еще понадобится в первую очередь это топливные карты. Вот топливная карта, так называемая V-Table. Что такое топливная карта? В одном из видео я подробно рассказывал. Вот здесь или вот здесь, все никак не могу запомнить, будет напоминалка. Перейдите туда и посмотрите, если вы еще не посмотрели, что такое топливная карта. Я там попытался изложить, ну уже как смог, как говорится. А если непонятно, вы всегда можете задать вопрос. Может быть, наводящий вопрос поможет и мне. Итак, топливная карта Fuel V-Table 1. Самый основной парадокс, что несмотря на то, что это топливная карта, указывается именно процентное соотношение поступающего воздуха в камеру сгорания, а не топлива. То есть потом на основе вот этого считается количество топлива, которое нужно подать. Эта таблица и так называемая лямбда таргет. Это две так называемые топливные, скажем так, карты основные. До начала настройки лямбда таргет должна быть уже у вас заполненная. То есть вы должны уже как бы знать те значения, на которые вы будете ориентироваться. Я вот использовал вот такие вот значения. Ну, я не сам эту таблицу разработал, мне ее один из моих подписчиков кинул в моем телеграм-канале, кстати, отличный повод подписаться на телеграм-канал. Мы там такими же а-ля настройщиками, как и я, обсуждаем все те интересующие нас темы. Иногда просим помощи друг у друга. Поэтому, если что, вот ссылка
телеграм-канал будет в описании. Возвращаясь к Lambda Target, в общем, эту таблицу я получил от одного из своих подписчиков, а он это в свою очередь получил от Семена. Тот самый Семен из Lucky Station, который вообще является дистрибьютором и представителем EQ Master. То есть вот он сам такие таблицы использует. Ну, по крайней мере, конкретно вот эта таблица для второго J турбового. Ну, соответственно, я взял ее. Так называемая VI таблица. Ее, в принципе, мы должны заполнять уже непосредственно в процессе настройки. А вот это, допустим, значение таблицы, взятое с базовой прошивки для первого турбового JZ. На примере вот этой вот таблицы сейчас мы и будем все это проходить, этот материал, как откатать, скажем так, топливные карты, настроить систему, чтобы все работало. Итак, наш лог-файл, VTable и Lambda Target. Пока этого достаточно, потому что мы будем работать именно с топливными картами. Сразу оговорюсь, углы зажигания я использовал те же самые, что и в базовой прошивке. Дело в том, что вот с углами зажигания их вы никак не обкатаете на треке, то есть вы их не сможете проверить. То есть для того, чтобы правильно выставить оптимальные углы опережения зажигания, то есть чтобы у вас был максимальный момент и не было детонации, для этого вам нужен диностенд. Здесь уже нет вариантов. Но, по крайней мере, я таких вариантов не знаю. То есть если с топливом все еще более-менее понятно, вот с углами опережения зажигания на треке, в принципе, сделать, ну, в теории можно, но крайне-крайне сложно. То есть вы будете это все делать только по своим ощущениям. Идем. Вот, значит, у нас, предположим, первый прогон. Кстати, ну давайте вот этот участок берем. Что мы здесь видим? Дроссель у нас открыт практически на 100%. Идет прирост оборотов, но при этом давление в выпускном коллекторе не меняется вообще никак. Как будто турбина вообще не дует. Немножечко покатались, поигрались. В один прекрасный момент буст пропал вообще от слова совсем. И что же случилось? Буст пропал вообще от слова совсем. Его просто перестало быть, как я прям по-русски сказал. Все выглядит довольно нелогично. Высокие обороты, а двигатель работает в режиме атмосферного, то есть не без какого-либо турбонагнетателя. Так в чем же была причина? Ну, на самом деле, это все очень банально. Силиконовый пайп воздушного тракта у меня слетел, то есть, грубо говоря, турбина просто дула в атмосферу. Поэтому при максимально открытом дросселе мы видим всего лишь атмосферное давление, то есть 100 килопаскалей, в районе 100 килопаскалей это у нас атмосферное давление в абсолютном его значении. Поскольку это у нас такой оказался неудачный прогон, давайте найдем более-менее удачный. Для этого нам понадобится вот этот вот файл открыл. Здесь, как видите, уже при полном открытии дросселя давление в выпускном коллекторе растет, до полубара доходит, здесь даже до 1,7, до 0,7 бара доходит. Если мы не берем во внимание наддув, об этом поговорю в другой раз, что нам нужно? Как понять, что значения в топливной карте у нас правильные или неправильные? У нас есть фактическая лямбда зеленая и та, на которой мы ориентируемся. Лямбда таргет — это вот фиолетовая. Вот в этом вот диапазоне значение лямбды должно быть вот такое, 0,95. По факту у нас здесь значение доходит до 0,65. Если фактическое значение меньше, то есть меньше 0,95, как в данном случае, то это значит, что на данных оборотах, а это примерно 3100, в этом режиме у нас смесь сильно-сильно обогащенная. А если, допустим, мы посмотрим вот на 2300 оборотах, то мы видим наоборот. Лямбда таргет у нас должна быть 0,98, а фактически 1,08. То есть здесь смесь наоборот слишком бедная. Соответственно, район 3200 оборотов топливо переливает, а до этого у нас топливо не доливает. Причем мы должны понимать, что когда топливо переливает, то есть смесь слишком богатая, это не позволит двигателю развить максимальной мощности, но это намного безопаснее, чем если, допустим, у нас, как здесь, не доливает. То есть
Здесь мы в лучшем случае столкнемся с тем, что у нас будет смесь слишком богатая и не произойдет воспламенение, будет просто, ну, скажем так, пропуск зажигания. То если мы сильно забедним смесь, особенно под нагрузкой, то мы можем словить детонацию. А вот это уже совсем плохо. Поэтому если переливает, это не так страшно. Вот если не доливает, особенно под нагрузкой, то это прям очень страшно. То есть вот с этим нужно бороться. Соответственно, вот в этом вот диапазоне нам нужно добавить значение в нашей таблице. Допустим, вот такие вот значения поставить. А в этом диапазоне, наоборот, нужно убавить. Итак, по идее, нам нужно пройтись вот по всем вот этим вот, по всему вот этому вот режиму. И, соответственно, нужно скорректировать значение в нашей таблице, то есть прибавить или убавить. Вот здесь, по идее, нужно бы довольно ощутимо прибавить. Но есть один момент. Смотрите, здесь, видите, сильно-сильно беднит, но что здесь происходит? То есть вот здесь на 50% был открыт дроссель, вот здесь дроссель фактически закрыт. И здесь у нас в этот момент у нас сильно беднит. То есть я нагрузку сбросил, педали газа отпустил, и вот такое поведение графика мы видим. То есть здесь на самом деле вполне возможно, что значения таблицы в этом диапазоне вполне себе адекватные, вполне себе правильные. Но если мы зайдем в такую вкладку Enrichment, именно обогащение, и во вкладку Acceleration, а именно это разгон. Здесь настраивается обогащение под газом и объединение под сброс газа. То есть вполне возможно, что здесь у меня просто не настроено именно само объединение под сброс газа. То есть вот эти вот параметры. Ну, здесь вот эти вот параметры. То есть, возможно, я слишком круто настроил объединение. И поэтому вот так вот себя график ведет. Несмотря на то, что значения в этих клетках вполне себе адекватные. То есть не такое обогащение. Но в любом случае это у нас идет сброс газа. И это не так критично, как если бы это было бы под нагрузкой, то есть под открытый газ. Итак, значит, получается, прошлись мы вот по всему вот этому участку. Это на самом деле достаточно небольшой участок, небольшой диапазон оборотов. Внесли необходимые корректировки. И что мы делаем потом? Дальше мы делаем очередной прогон, точно такой же. И проверяем, как себя на тех же самых оборотах, при тех же самых параметрах ведет уже лямбда после того, как мы внесли корректировки. То есть нам нужно максимально добиться того, чтобы фактическая лямбда на всем протяжении работы совпадала с нашей лямбдой таргет, вот этой вот. А мы должны понимать, что абсолютно прям попадания точь-в-точь у нас не будет. То есть где-то там до 5%, насколько я знаю, вполне себе допустимо. То есть не стоит расстраиваться, если прямо у вас точь-в-точь не повторяет за лямбдой таргет. Конечно, можно, если очень сильно постараться, вполне возможно, что в теории, что можно получить такую лямбду там в каком-то диапазоне работы. Но на всех режимах работы такого мы не сможем получить. Добавлять вы можете либо каждую клеточку свое значение, либо вот так вот выделить определенный диапазон, как я, и кнопкой плюс, либо кнопкой минус можете добавлять, там где-то, по-моему, по 2,5% сразу добавляется, естественно, от того значения, которое у вас есть. Внесли необходимые корректировки здесь, в общем-то, не боимся смело прибавлять. В любом случае придется вам сделать таких заездов достаточное количество, то есть здесь нужно набраться терпения и вот таким вот образом подгонять топливную карту под лямбда таргет, чтобы двигатель выдавал оптимальную мощность и при этом был в достаточно безопасном режиме работал. Самое основное, что под нагрузкой нельзя, чтобы беднило, пусть лучше чуть-чуть богатит, но и увлекаться с этим тоже нельзя. То есть если будет смесь слишком богатая, вы не получите той мощности, которую могли бы получить при данном диапазоне
работы двигателя, ну и вообще просто у вас будет перерасход топлива. Именно таким вот образом я и настраивал топливную карту. Повторюсь, что я еще полностью ее до конца не настроил, так как механические проблемы вылезли, сцепление уже не вывозит ту мощность, которую уже двигатель развивает. Именно вот такая вот логика применяется при настройке топливной карты именно на треке, не на диностенде. Повторюсь, что это не является никакой заменой диностенду, просто не каждый может поехать на диностенд, либо у вас его нету, либо это дорого. Некая альтернатива диностенду может быть настройка тачки именно на треке. Но повторюсь, что таблицу углов опережения зажигания таким образом будет настроить крайне сложно. Да я бы сказал, наверное, невозможно. А топливную карту вполне можно себе откатать. Во время движения какую-никакую автомобиль получает нагрузку. В принципе, он получает ту нагрузку, которую он будет уже получать в процессе своей эксплуатации. Иногда, чтобы эту нагрузку увеличить допустим, при той же настройке на треке, можно использовать еще такой вариант, как ехать в 3 педали. Когда эта машина уже находится в движении, газуешь и при этом придерживаешь немножечко педаль тормоза. И тем самым даешь еще большую нагрузку. Так как у меня не в порядке все со сцеплением, такой метод я не смог. Во-первых, я до него даже и не дошел. А во-вторых, если бы я до него так и даже и дошел, то сцепление бы мне сказало бы: давай, до свидания. Попытался изложить, как я это понимаю, исходя из того материала, что я нарыл в инструкциях и все тому подобное. Наверняка многие из вас слышали, что есть такое понятие, как автонастройка, или автотюн. Это у нас находится в Tools, автотюн. Здесь, в общем-то, особо делать-то ничего и не надо. Вводим диапазон работы, то есть минимальная там 500 оборотов, максимально у меня, допустим, 7000, да. Собственно, после того, как вот это нажал, смотрите, какие значения предлагает система автотюна для вот этих вот клеток. Как это работает? Пока блок управления подключен к нашему компьютеру, и, соответственно, весь этот софт, он так или иначе постоянно данные анализирует. И на основе вот этих вот данных, опираясь на вот эту вот таблицу Lambda Target, это в данном случае обязательная таблица, программа на основе тех всех алгоритмов, анализов и тех данных, которые она собирает в процессе работы, записи работы двигателя, выдает эти значения. То есть дальше нам что делать? Согласиться или не согласиться. То есть вот эти значения мы можем принять полностью, либо принять на все 100%. Пересмотрим вот эти вот значения. Apply, и видите, что в нашей таблице, соответственно, все остальные также. Применяем, видите, после того, как их применил, они вот здесь в уголке у них появляется синенький маркер, то есть данные значения были применены. Казалось бы, очень удобная штука, почему ей бы сразу бы ее не использовать? Вот тут начинается самое интересное. Для того, чтобы функцию использовать, во-первых, нам нужно гонять двигатель на всех возможных режимах работы нашего двигателя. И причем это нужно делать довольно продолжительное время. То есть, в принципе, этого даже за один день фактически вы не сделаете. Если у вас есть даталогер, внешний даталогер, как вы знаете, у EQ Master, что у Black, что у Classic, у него нету встроенного даталогера. Есть только внешний даталогер, который вы отдельно покупаете, подключаете его, и дальше на флешку вы записываете все данные с блока управления, пока двигатель работает. Если у вас, допустим, повседневная машина, то вы можете там по делам кататься, а все данные будут записываться, либо даже вы на треке, чтобы не использовать тот же самый ноутбук, постоянно подключенный, просто все данные будут писаться на этот даталогер, потом эти данные вы открываете и делаете снова тот самый так называемый автотюн. И на основе всех вот этих накопленных данных с
дата-логгера программа и рассчитает те именно конкретные значения, которые нужно применить, которые нужно использовать. Несмотря на то, что это достаточно легкий такой читерский способ, можно сказать, что для нас разработчики так постарались, что все вроде бы как упрощается. На самом деле тут тоже есть свой нюанс. То есть это нужно делать довольно продолжительное время. А так-то, конечно, штука хорошая. Опять-таки, повторюсь, что это все равно не является альтернативой Dynastend. Dynastend все равно ничто не заменит. Профессиональные настройщики, как правило, такими функциями, насколько я знаю, не пользуются. То есть есть Dynastend, едем на Dynastend и все откатываем. Откатываем топливные карты, откатываем углы опережения зажигания, откатываем наддув и все системы откатываем и отстраиваем уже непосредственно на Dynastend. Подводя итог сегодняшнему видео, значит, если у нас нет возможности поехать на Dynastend, можно сделать настройку почти правильную, накосячить там можно на треке, то есть поставив машину на ход и в процессе движения отстраивать все вот эти значения. Углы опережения зажигания мы, скорее всего, не сможем настроить. Ну, в принципе, если вы сможете настроить, если уверены, что сможете настроить, попробуйте, как бы. Но гарантии я вам не дам, что это будет самый оптимальный вариант. Есть также такая функция, как автотюн, когда программа за тебя предлагает заполнить таблицу с одной лишь оговоркой, что для того, чтобы значения эти программе рассчитать, ей нужно накопить очень много данных, а для этого очень много нужно машину катать. Я надеюсь, что я хотя бы как-то загладил свою вину за то, что в видео, где я анонсировал настройки как таковой я не показал. Если у вас остались вопросы, не стесняйтесь задавать их в комментариях к этому видео. Также не забывайте подписываться на мой телеграм-канал. Вот здесь попробую прикрепить даже этот QR-код. Также ссылка будет в описании. А у меня на сегодня все. Всем пока!